решил пообсуждать, посидеть о жизни в Аргентине. А то многие спрашивают об этом все. Многий народ спрашивает, говорит, ну приеду я в эту Аргентину, и что мне там делать? А как вы знаете, или кто может не знает, валят сюда сейчас как на за горячими пирожками. То есть, по-моему, это самая чуть ли не иммиграционная страна нынче для некоторых. Насчет работы, вкратце, бы я ж так назвал видео, давайте я вам насчет работы чуток подмахну как бы идейки, а вы потом, ну это самое, потому что меня часто спрашивают и по поводу квалифицированной работы устроиться, если ты не квалифицированный специалист, и по поводу того, какую работу делать, если руки правильно и с правильного места растут, и по поводу того, что если он пенсионер, то как бы ему устроиться еще на хорошую легальную подработку и все такое. Смотрите, если так быстренько, вкратце, в двух словах, исходим из простых принципов. В Аргентине чуть ли не 50% народу безработных. А теперь прикиньте, вы приезжаете в Аргентину, не зная языка, не знаете опыта, не имея опыта жизни, не имея легальных документов, и пытаетесь конкурировать с аргентинцами, у которых 50% населения безработных. То есть саму идею улавливаете. То есть безработные имеется в виду не бомжи какие-то, а имеется в виду молодежь, там, которая имеет даже какое-то образование, 5-10, но не может организовать свое дело, она не может найти себе работу. А вы хотите предложить свои услуги, когда вы не знаете языка, и не имеете документов, и не знаете жизни, и повадок, и всего, и думаете, что вы с этим проконкурируете? Я думаю, что нет. Так что теперь идем к следующему. Мы не берем тех, у которых, как говорят, не от мира сего знания. То есть какой-то нейрохирург, там, который приехал, и он только единственный в мире, который умеет там сосуды какие-то сшивать там в мозгах, блин. Или еще какого-нибудь там охеренного банкира, который без него там вся мировая экономика лопнет. А мы берем обычного человека, простого, который из-за войны удрал и не хочет больше, так сказать, жить и иметь ничего общего, и он хочет найти работу и просто спокойно жить. Для таких я бы предложил, что действительно, если руки растут из того места, откуда надо, начинать быстренько свое дело. Свое дело какого порядка для начала? Это оформиться как моноатрибутист и начинать такие дела, как, к примеру, блин, посмотрю, как-то на меня так свет падает, интересно. Дай бог с этим светом, вот так вот в тенек ляу. И начинать такие свои простые дела наподобие, как автомастерская, парикмахерская, починка одежды, сантехник, электрик, покраска и ремонт квартир. Вот самые простые, это для рукастых. Вот такие дела пользуются классно. Учитывая то, что здесь Аргентина жаркая страна, ремонт и установка кондиционеров, вентиляции всевозможной. Вот дела для рукастых. Вот. Конечно, для того, чтобы оформить монотрибута, то есть частную деятельность, нужно иметь документ какой-то. Тут уже другая статья, как легализироваться и все такое. Но когда легализируете, сделайте это. Потом подсказываю. Все одной попой не объедешь. Соответственно, нанимайте бухгалтера. Сейчас можно нанять бухгалтера, который кажется, ну как, я же один человек, какой мне бухгалтер? Да, но если ты влетишь, блин, в налоги, которые ты неправильно будешь платить или платить вообще не будешь, у тебя будет столько проблем, что все, что ты заработал, ты отдашь, и еще и с голыми штанами останешься. Вот, по налоговой инспекции. Соответственно, сейчас куча фирм, уже все делается в онлайне. Вы можете своего бухгалтера в глаза не видеть. Вот как я, к примеру. Вы будете с ним общаться по WhatsApp, вы будете с ним общаться по имейлу, по телефону изредка перезваниваться. Но, как правило, даже и перезваниваться вы не будете. Пошлете сообщение по WhatsApp, что вы хотите, чтобы вам сделал, а он вам пришлет, когда вам и сколько и чего надо платить. И таких, после пандемии, всяких таких бухгалтеров сейчас и фирм целых бухгалтерских оказалось полно. Они все работают по онлайн. Вот. Не надо туда ходить, носить бумажки. Все это теперь передается в связи с технологиями очень быстро друг другу. Средняя цена в месяц такого бухгалтера стоит 5000 песо.
это который будет смотреть за вашими делами и будет говорить, чтобы вы не опоздали, заплатили вот это, вот это, вот это, вот это. И все, то есть делать такие подсказки. Это совсем недорого. Я вам рассказываю, страховка на машину стоит 15 тысяч в месяц. Какие 5 тысяч песо, это недорого. Но это обезопасит, разгрузит вашу голову. Вы можете думать про бизнес, а не думать про налоговую инспекцию. Не будете, ломать себе бошку, Так что вот, консультируйтесь с этим. Не консультируйтесь, не бегайте вы между собой вот этими кучами и консультируясь друг у друга. То есть вот одни приехавшие, которые месяц здесь прожили, уже дают консультации другим, которые 2 дня назад приехали. В принципе, не понимая того, что они, может, и сами еще не все знать. Если вы серьезно хотите жить здесь и устраиваться здесь, консультируйтесь с аргентинцами, ищите аргентинских бухгалтеров, которые закончили УБА, который называется контадор публико, допустим, который закончил университет по этому делу. Вот, государственный, который имеет лицензию на то, что он контадор публико, что он зарегистрирован как этот самый, что он бухгалтер публичный. Не вот эти вот сказки, пересказки, что типа Вася говорил, а Петя сказал, а вот я там слышал, а вот там мне кум сказал, байка это все. Это все, знаете, вот меня всегда поражало, даже и между теми, которые здесь давно живут, когда мы вот разговариваем в каких-то компаниях и обсуждаем какой-то вопрос, и ты говоришь, нет, это делается так. Я ходил, вот, допустим, в миграционный центр, это делается так. Или я там ходил, к адвокату, это делается. Или я ходил в посольство, это делается так. Он, нет. Вот мне Маня казала, вот Маня ходила, Маня, сказал там Петя, а вот Петя сказал, что делается так. Я говорю, ведь просто, можно открыть сайт, посмотреть на сайте государственном, как это делается. Можно просто пойти в государственную организацию, там, где это оформляется, и узнать, как это делается. Не вышибешь. Вот не вышибешь. У некоторых есть такая пробка в башке, которую не вышибешь. Он все равно будет верить какой-то Васе, Мане, Пете, потому что тот где-то кому-то, чего-то там сказал. Все равно он будет, знаете, мне напоминает это мультик, называется «Нормальные герои всегда идут в обход». Вот там песни такую пели, там про кого? Там про короля, ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля, помните? Там, или что другой мультик был, такой тоже, там «Нормальные герои всегда идут в обход», типа мы прямо не пойдем, мы гору обойдем. Вот это тоже самая фигня. Мы прямо не пойдем, мы пойдем, по знакомым, которые мы там гору обойдем, мы самые умные между всеми, вот у всех не получается, а у нас получится. Вот, мы тут приедем, начнем поставки поставлять в Аргентину, мы начнем поставки делать из Аргентины куда-то. Да ни хрена вы не начнете делать, не будет никаких поставок ни в Аргентину, ни из Аргентины. Здесь до вас уже все было. Здесь давно уже все схвачено, кто какими поставками занимается, кто куда может поставить, куда не может поставить. Здесь лапу на это давно наложило правительство, и предправительственные организации. И никто не ждал никакого Васю, который потом организует вот какие-то, поставки. И это правда, чистая правда. Она, конечно, немножко, не всем приятна эта правда. Потому что некоторые не могут смириться с тем, что он будет жить, просто потом в конечном итоге пойдет, как лох, искать работу. А пойдет. Вот в чем прикол, понимаете? И чем быстрее осознает, что он как лох будет искать работу, тем больше денег у него сохранится. А если некоторые, пока до конца не вытратят всю копейку, до тех пор не осознают, что ему надо, начинать что-то делать. И, соответственно, будут ходить, пальцы веером, як то кажут. Так что, не, ребятки, настроение хотите ехать в Аргентину и жить именно в Аргентине? Пожалуйста, но только вы должны знать. Эта страна не такая простая, не такая веселая, как все там рассказывают, но приехавшие бегают. Знаете, как говорят, турист это одно, а житель страны это другое. Туристам везде круто. Ходишь со своими бабками, фотоаппаратом щелкаешь, вау, круто там, круто здесь, Когда ты начнешь здесь зарабатывать, платить налоги, делать отчеты и давать всякие декларационные хурады, вот я тогда хочу на тебя посмотреть, как ты будешь, радоваться и щелкать, фотиком и кричать, как все весело. Так что настраивайтесь на то, или тут есть два варианта. Или это, как он где-то читал сейчас, ППЖ или ПМЖ. То есть на что вы собираетесь здесь оставаться? ПМЖ это типа постоянное место жительства, а ППЖ пока Путин жив, типа, а потом свалим.
Это я в чате в каком-то прочитал. Вот. Так что я же говорю, если у вас, конечно, ППЖ, то вам, конечно, нафиг надо настраиваться там на какие-то налоги, на каких-то бухгалтеров, на какую-то деятельность. Вы тут подождете немного, свалите потом и, как говорят, поедем дальше. Это все крутенько. Соответственно, это им вообще не надо, этим людям. И это правда. Ну, если что-то, не все же прямо там такие же бедные. Ну, а есть люди, которые собираются здесь остаться, которым, в принципе, надо будет. И на всю жизнь они все равно денег не привезут. А даже если привезут, еще не знаете, как наше правительство умеет этого, оббирать. Они придумают 1000 законов, за которые, и за криптовалюту, и за фигуту, и за какие-то обменные, операции, Только так, в 3 раза. Вот один мне писал человек, сейчас, может, даже я найду этот комментарий, чтобы быть более, так сказать, сейчас, одну секундочку, я найду этот комментарий, человек меня спрашивал, и я даже его специально не отвечал, чтобы мне светило, что он не отвечен, чтобы я ее быстрее нашел. Немножечко обсудим одну вещь по заработкам за границей. Вот. Сергей Иванов пишет: спасибо за ваш труд. Хотелось бы еще узнать про рынок труда. Какие профессии востребованы, имея в виду для тех, кому нужны прямые руки. То есть электрика, механика, сантехника. Ну вот, я вот это именно и ответил. Я еще и вам подсказал, какие конкретно они вот востребованы. Что еще и эти, и ремонты, и покласть плитку, обложить плиткой, и покраска. Очень востребована. Покраска, допустим, мы и я, и мой товарищ, когда-то мы тоже этим хорошо подрабатывали, просто покрасить вот комнаты. Здесь же, знаете, обои никто не клеит, в основной той массе, в основном красят, соответственно, там сезон подходит, оба, надо всю квартиру перекрасить. Бабушки ищут, кто там покрасит. То, если ты хороший красильщик, у тебя работы будет ого-го. Если ты знаешь, как правильно там поштукатурить эти стенки, покрасить их, а еще если ты умеешь и правильно подсказать, как лучше сделать, так и вообще.